Мы знаем, что вчера произошло. Я думаю, выражу общее мнение. Буквально минутой молчания почтим память тех, кто вчера погиб во время теракта. Спасибо. И, наверное, выражу тоже общее мнение. Если скажу, что мы все соболезнуем и скорбим вместе с теми, кто потерял своих родных и близких. К сожалению, наша пресс-конференция совпала именно с этим трагическим событием. Кстати, я считаю, что это последствия той большой пагубной политики выдавливания России с Кавказа. То, что вчера произошло, это продолжение этой цепочки тех бессмысленных, жестоких действий, направленных именно в том числе на выдавливание России с Кавказа. Устоявшаяся такая уже расхожая мысль, что в Грузии могут быть либо проамериканские, либо прорусские политики. То, что называется прорусскостью в политике, я коротко хочу пояснить, что это такое. На самом деле это прогрузинскость политики, только она исходит из того, что ни наше спокойствие, ни наша государственность невозможна без тесного контакта и, если хотите, стратегического партнерства с Россией. Я об этом говорил на заре становления нашего государства. Но должно было пройти почти четверть века, чтобы, к сожалению, наши руководители пришли к тому, к чему сейчас пришли. Бурджанадзе, Ногайдели, они все из той же плеяды руководителей страны, которые позором клеймили и меня, и Маю Топурия, и всех остальных наших единомышленников, которые говорили: дорогие наши соотечественники, невозможен мир в Грузии, невозможно говорить с абхазами и осетинами, воюя с русскими. Русские для абхазов и осетин являются гарантом спокойствия, благополучия, мира, личной безопасности. Но, видите, наши правители шли другим путем. Сегодня абсолютно те же персоны, которые вчера гордились тем, что они лежанием на рельсах наносили ущерб России, они протаптывают дорожку в кремлевские кабинеты. Вы знаете, я не буду ерничать по этому поводу. Пусть это поздно, но лучше поздно, чем никогда. Пусть наши политики, которые осознали, что без России невозможно восстановить государственность в Грузии, невозможно выстроить отношения внутри Грузии. Не секрет, что Россия не вчера, не позавчера, а уже столетия, являясь державой, которая присутствует на Большом Кавказе, Россия всегда была гарантом стабильности на Кавказе. Кто этого не понимал, кто ее выдавливал, кто кричал «долой российских оккупантов», те сегодня приехали в Москву и стучатся в различные кабинеты. Я рад этому, рад. Жаль, что это произошло с таким опозданием. Что касается параллели, очень часто, кстати, и в грузинской прессе, за что сидит Майя Топурия? За то, что она говорила те же вещи, о которых говорят сегодняшние оппозиционеры. Но они не сидят в тюрьме, они ездят и челночные рейсы совершают между Москвой и Тбилиси. Да, такова трагическая судьба наших единомышленников, которые абсолютно по сфабрикованному делу находятся в застенках. То, что состоялась комиссия по смерти Гамсахурдия, это уже очень большой шаг вперед, и я считаю его заслугой оппозиционных сил. Кстати, ключевыми персонажами на заре этого дела называли не только Шотак Рая, и, к сожалению, и меня приплетали. Несмотря на то, я думаю, что
навряд ли присутствующие здесь журналисты знают об этом, что акт Государственной комиссии о смерти Гамсахурдия подписали все, кроме меня. Я во время заседания Государственной комиссии отказался подписывать акт, он так и остался мною не подписанным. Председателем был вице-премьер Грузии Маргиани. В комиссию входили министр внутренних дел, министр юстиции, прокурор, в общем, представительная комиссия, в том числе ваш покорный слуга в качестве министра безопасности Грузии. Я с самого начала заявил, что Гамсахурдия убит. Это не суицид. Сегодня к этому склоняется уже и парламентская комиссия, которую возглавляет сын покойного президента Гамсахурдия. Но и он в своих выводах, которые, кстати, будут напечатаны в виде книги, говорит о том, что комиссия не смогла полностью и детально дойти до истины по ряду причин, в том числе и таких, как невозможность допросить и бывшего президента Грузии Шеварднадзе, и некоторых членов той самой комиссии, о которой я вам сказал, по разным причинам. Но я думаю, что уже при следующей власти в Грузии можно будет установить истину по обоим вот этим преступлениям, я имею в виду и смерть президента Гамсахурдия, и убийство Жвания. То, что Жвания убит, об этом, я думаю, знает и вся Грузия, и все заинтересованные, интересующиеся грузинской политикой лица. Как политик, конечно, я надеюсь на возвращение в Грузию, и я это не связываю теперь уже с какими-то нашими предвыборными ситуациями, потому что вера в то, что кого-то из серьезных оппозиционеров нынешние власти впустят на выборное поле, таких иллюзий нет. Но я вижу и чувствую ситуацию, при которой изменения в политической системе Грузии, по крайней мере, к 2013 году уж точно будут. И это не потому, что оппозиция активно действует, а потому что люди, которые занимаются управлением Грузии, внешние управляющие, они видят, что нынешние власти завели Грузию в тупик. Трудно представить более тупиковой ситуации, когда руководство Российской Федерации прямо заявляет, что с нынешним режимом никаких контактов, никаких общений не будет. Мы надеемся, и я сейчас говорю от имени общественного движения нашего, мы надеемся на возвращение в Грузию и, конечно же, в ту Грузию, где нас не будут преследовать по политическим мотивам. Считаю, что вступление Грузии в НАТО является угрозой государственности Грузии. Сегодня это уже практически не вызывает сомнения. Грузия, которая вступит в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, не может рассчитывать на то, что в ближайшее время может восстановиться ее государственность, как сейчас принята территориальная целостность. Я, кстати, против такой терминологии. Не территории надо возвращать, а возвращать абхазские и южно-осетинские народы в лоно грузинской государственности. Поэтому, конечно, я считаю, что даже нынешние руководители понимают тупиковость. Это первый подход. А второй, я думаю, что и сама организация НАТО не очень-то, наверное, желает видеть в своих рядах вот такую Грузию, не состоявшуюся как государство, с двумя этническими конфликтами, да, с отошедшими территориями, на которых, кстати, находятся российские базы уже.
Так что я думаю, что эта перспектива очень призрачная, а мое отношение однозначное, оно было продекларировано созданием организации «Анти-Сорос», «Анти-НАТО». Мы в 2004 году создали такую организацию, она за себя сама говорила. Мы считаем, что выдавливать Россию с региона Большого Кавказа, это значит способствовать постоянному развитию межэтнических конфликтов, межгосударственных столкновений и так далее и тому подобное. Если будет воля руководства России, мы готовы изложить свои предложения. Конечно, мы не можем быть посольством, конечно, мы не можем выполнять государственные функции, но быть неким таким коммуникатором между российской властью и собственной диаспорой, конечно, мы можем, и мы к этому стремимся. Что касается информационной поддержки, но если вот такая поддержка будет от Константиновича, то я думаю, что мы не пропадем. А что касается фонда, собственно, фонд «Соотечественник», кто не знает, у нас наряду с общественным движением «Грузия за рубежом», я хочу, чтобы вы обратили внимание, Грузия за рубежом, а не грузины за рубежом, потому что у нас в нашем движении объединены и грузины, и русские, и азербайджанцы, и курды, и евреи, и армяне, и осетины, и абхазы. Все те, кто вынужден был покинуть Грузию. Так вот, наряду с движением у нас создан фонд «Соотечественники». Фонд призван аккумулировать спонсорские средства для поддержания и возможности функционирования собственного движения. Значит, отвечу очень коротко, кто и как нас спонсирует. Чтобы было понятно, в экономике России около 200 грузинских семей имеют оборот капитала в 50 миллиардов долларов. Вопросы есть?